Тигрица узнала человека, который спас ей жизнь 7 лет назад. Концовка растопит ваше сердце. Эта история произошла 7 марта 2023 года. Себастьян, смотритель зоопарка, который располагается в городе Мехико в Мексике, однажды столкнулся с неприятной ситуацией, связанной с маленьким тигренком. Люди хотели держать его в качестве домашнего питомца и просто не представляли, как за ним ухаживать. Все-таки это дикое животное. Тигренок был напуган и сильно голодал. Себастьян знал, что ему нужно срочно чем-то помочь, иначе малышка не продержится и месяца в таких адских условиях. Поэтому мужчина забрал тигренка у нерадивых хозяев, если их так можно назвать, и отвез в заповедник в Мехико. В тот момент она была крошечным комочком, нуждавшимся в пропитании и заботе. Себастьян решил назвать ее Инта. Это имя означало «сильная» и «гордая». Но, как оказалось позже, хищница не привыкла к домашним условиям и не могла оставаться в замкнутом помещении. Когда она выросла, стало ясно, что ей понадобится больше пространства, чем может предоставить заповедник. Вскоре у Себастьяна вновь возникли проблемы с этой же тигрицей. Ей не хватало места, и нужно было искать новую территорию. Тогда мужчина перевез ее в Педрегаль-де-Сан-Анхель, который располагал большими просторами. Минус заключался в том, что новое место находилось далеко, и Себастьян не мог часто видеться с подопечной, которую сам же туда привез. Казалось, Инта, скорее всего, забудет, кто он такой, и сформирует другие привязанности. Но у мужчины не было другого выбора. Лучше так, чем если бы она погибла у плохих людей. Все это время Себастьян хотел навестить тигрицу, но у него не было финансов. Лишь спустя 7 лет разлуки мужчина накопил денег специально, чтобы полететь к ней. 7 лет — это очень большой срок. Вспомнит ли она его? Себастьян добрался до ограждения и подошел поприветствовать хищницу. Никто не знал, чем это закончится. Возможно, она и вовсе уже забыла его. Все надеялись, что Инта подаст хотя бы небольшой знак того, что помнит человека, который когда-то спас ее. Так как Себастьян был смотрителем зоопарка, его впустили в вольер, но сотрудники сразу предупредили: это может быть очень опасно. Кто знает, что в голове у дикого хищника? Инта была уже не маленькой девочкой и не комочком шерсти, как раньше, а грозным зверем, способным постоять за себя. Она стала взрослой и уважаемой тигрицей, живущей с другими представителями своего вида. Человеческие родители давно ушли в прошлое. Себастьян никого не послушал. Он открыл дверь и вошел в вольер. Тигрица резко насторожилась, как будто готовясь к атаке, но когда мужчина назвал ее имя, она тут же начала скрести когтями землю и по-кошачьи замурчала. Инта бросилась на Себастьяна, не в силах сдержать эмоций. Огромная кошка с легкостью повалила человека на землю. Окружающие уже готовились к худшему и достали телефоны, чтобы заснять трагедию. Но все вышло совсем иначе. Она сразу узнала мужчину и обняла его. Ее поведение было не реакцией разгневанного зверя, а поведением дочери, которая спустя долгое время снова увидела своего отца. Удивительно, но она, казалось, не хотела его отпускать, обхватив мужчину лапами, чтобы удержать рядом. Затем Инта прижалась к нему, как будто снова стала маленьким детенышем. Конечно, это было небезопасно, учитывая, что такие животные весят более 100 килограммов. Но что поделаешь, когда это такая искренняя любовь?